Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мои захотели голубцы. Значит, будут голубцы. Сегодня мы будем готовить голубцы. Первонаперво я буду замачивать рис. Тут у меня 800 грамм риса. Засыпаю столовую ложку соли. Заливаю кипятком. Заливаю так, чтобы на 2-3 сантиметра покрывало рис. Все размешали и благополучно забыли на некоторое время. Пусть он стоит в стороночке. Займемся мясом. На газу у меня стоит вода для капусты. Сначала подготовлю капусту. Вот эти вот толстые веточки мне не нужны. Поэтому я верхушку срежу сантиметров 5. В дальнейшем найдем применение ему. Осталось немножко селедочки, качанчик. Мы вырезаем. Зачищаем капусту. Опускаем в воду кипящую. Подготавливаю второй качан капусты. Также селедочку вырезаю по чережечку. А это уйдет или кроликом, или бычку. А это положу в холодильник. В дальнейшем использую. Минуты 5 побыло в кастрюле нижней частью. Теперь мы будем снимать вот листовую часть. Крайние листы, что не отходит, опять вилок назад отправляем в кипящую воду, а эти крайние листочки вытаскиваем. И так подготавливаем всю капусту. Пока капуста подготавливается, я буду нарезать мясо. Мясо мы на голубцы всегда нарезаем, никогда не прокручиваем. Мясо предварительно в морозильной камере подморозили. Так мне будет легче резать. Сначала нарезаю пластинами, примерно по полсантиметра, а потом брусочками по полсантиметра. И эти брусочки разворачиваю и нарезаю кубиками. Мясо мы нарезали, все кило 200. Будем нарезать лук. На плите стоит масло в сковородочке. Налила примерно 250 грамм масла. Из 5 луковиц, около 2 луковиц я отправлю на поджарочку. 2 луковицы отправляю на поджарочку. Будем обжаривать до румяности. Обычно в поджарочку я еще морковочку добавляю. Но сегодня у меня морковочки не оказалось, кончилась, оказывается. Обойдемся без морковочки. А вот 3 луковицы я буду нарезать и отправлять в начинку. В сыром виде. Не любите лук, не отправляйте. Просто лук придает блюду свой вкус. Так у меня и мама готовила, и бабушка готовила, и я так готовлю. Лук весь нарезали, теперь я буду промывать рис. Лук слегка подзолотился, отправляю пару столовых ложек томатной пасты. Томатную пасту надо хорошенечко пережарить. Томатная паста хорошо прожарилась. Отправляю сюда чайную ложечку сахара. Поджарочка будет вкуснее. Плиту отключаем. Нарезаю добротный пучок петрушки. Мы любим в голубцах именно петрушку. Не любите петрушку? Не кладите. Это не обязательно. Приступаем к заправке начинки. Лук слегка помну. Отправляю сюда рис. То, что рис с водой немножечко, это нормально. Голубцы у меня сегодня паровые, хотят именно, чтобы паровые были голубцы. Поэтому в начинку добавляется немножко водичка, потому что рис должен пропариться. Но если вы будете готовить на бульоне, в кастрюлечке, после мытья риса, воду надо сцедить всю. Отправляю сюда весь пучок петрушки, 1,5 чайной ложки черного перчика. И 2/3 поджарочки отправлю в начинку. Из остатка поджарочки будем готовить подливку, соус голубцам. У нас кто-то соусом ест, а кто-то с заправленным соевым соусом кушает. Все смешиваем. Соль пока не кладу, потому что поджарочка соленая, рис тоже мы предварительно солили. Горячо еще. Начинка получилась на колхоз. Но не умею я мало готовить. У меня семья не маленькая. Сейчас нас 6 человек. Попробуем на соль. Я думаю, соль больше не нужно добавлять. Все, начинка готова. Будем собирать голубцы.
На нижний лист мантоварки буду укладывать большие голубцы. Буду использовать вперед наружные листы. Они по диаметру больше. Кладем добротную порцию начинки. И пеленаем. Вкладываем на лист мантоварки. Лист мантоварки ничем смазывать не надо. Ничего застеливать туда не надо. Ничего не прилипнет. Срезаем вот эту вот жилку толстенькую. Преимущество паровых голубцов в том, что они не разворачиваются. Можно любой лист завернуть, можно смело залатать, если где-то дырочки есть. И паровые голубцы, рис никогда не разваливается. Он рассыпчатый, как в плове получается. Вот такие богатыри получаются. Завернули все голубцы. Будем ставить парить. Самый первый лист получился вот с такими великанами. Второй лист середнячок. А тут вот всего 4 штучки малышки получились. Все, будем парить 50-60 минут до готовности. Голубцы готовы. Буду готовить подливку. В той поджарочке, которую готовила для начинки, я обжариваю муку. Можно не обжаривать, но когда он обжарен, вкуснее. Наливаю водичку. Надо хорошенечко размешать, чтобы не было комочков. Кружка воды вся ушла. Попробуем на соль. Мы же поджарочку солили. Чуть-чуть лягушечки добавила. Соль я не буду добавлять. Вместо соли добавлю соль, приправу дощегу. Где-то пол чайной ложечки. Она тоже солененькая. Подливку у меня любят, чтобы чуть-чуть острило. Поэтому я сюда добавлю кетчуп чили. Пару ложек. Подливку можете приготовить по своему вкусу. Хотите, добавляйте кетчуп. Не хотите, не добавляйте. Некоторые добавляют соевый соус, чесночок. Ну, ничего этого не хочу. Соли мне достаточно, до пол чайной ложечки. Сахар для баланса вкуса будет очень вкусненько. Прекрасно получилось, очень вкусненько. Я перелью его в контейнер. Вот такой прекрасный ужин у нас готов. Посмотрите, какие красавчики. Ни один не распался. Будет нам сегодня вкусненько. Мои сегодня будут довольны. Рекомендую вам приготовить по этому рецепту голубцы. Я думаю, вам понравится. Подливка очень подходит голубцам на пару. Желаю вам на вашей кухне вкусных, удачных рецептов. Готовьте с удовольствием, кушайте вкусненько и будьте здоровы. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока.